выходных и хочется приключений на машине, например, поехать к национальным паркам, туда, где может произойти что угодно, где есть крутые повороты, где можно встретиться с бездорожьем, где горные склоны и крутые подъемы разрядят электрокар со скоростью света. А вот на поиски зарядки может уйти слишком много времени, поэтому электрокар – это не вариант. И знаете, чем этот обзор Audi будет отличаться от многих других, которые вы увидите на YouTube? Это не та машина, которую мне дали в дилершипе на обзор, просто потому что я какой-то там очередной автоблогер. Это авто, которое мы осознанно выбрали для этой поездки. С вами Лёля, и я собираюсь сделать объективный и максимально честный обзор на Audi A6 Allroad. Внешний вид. Экстерьер автомобиля в стиле классического минимализма. Современные фары, LED, все как принято у Audi, очень лаконичное, минималистичное. Но для меня этот автомобиль немножечко невзрачный. Не в плане, что он некрасивый, а в плане, что он мало привлекает внимания на дороге, и поэтому выделиться в нем не получится. Чего вот точно не скажешь про задние LED-фонари, потому что они прям так и играют огоньками в разные стороны, когда поворачиваешь или когда включаешь аварийку. Машина заряжена 3-литровым двигателем V6, который выдает 335 лошадей. Но при тех же характеристиках обычная шестая будет немножечко шустрее. Все-таки это Allroad. Правда, в седане не будет столько же места для багажа, как в этой. Allroad вмещает в себя целых 9 чемоданов для ручной клади или 20 со сложными сиденьями задними. Также сюда можно попробовать впихнуть один подростковый велосипед и отправиться куда-нибудь в парк. 7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением обеспечивает какой-то удивительный накат. И когда отпускаешь газ на дороге, авто не притормаживает двигателем, как это часто бывает с обычными автомобилями, а продолжает катиться, как будто вы включили нейтраль и катитесь. От 0 до 60 миль или 96 километров она разгоняется за 5,2 секунды. До 100, видимо, будет где-то 5,3 секунды. Не Тесла, но тоже вполне приемлемо. Зато управляется этот автомобиль, как ни одна Тесла пока не делает. Пневмоподвеска регулируемая, и она воплощена так, как, наверное, ни в одной Audi не работает. Ни Q7, ни A5 так не управляются, как Allroad. Во время вхождения в поворот она как будто бы зажимает ту сторону, на которую сейчас идет наибольшее давление, и поэтому автомобиль заходит в поворот идеально ровно. То же самое происходит, когда автомобиль тормозит. Он не клюет носом, а просто тормозит, делает это ровненько, как будто только что вот на утюге подъехали. И в целом, когда садишься в этот автомобиль, появляются какие-то необычные ощущения, потому что это просто нужно прочувствовать, как она ровненько едет. Мне кажется, что, в общем-то, и рюмочку сюда можно поставить с полностью набранным количеством воды или там вина и проехаться. Я, конечно, не буду так экспериментировать, но это странно. Просвет здесь тоже регулируется. Можно сделать 16-18 сантиметров, даже заехать куда-нибудь, проехать какую-нибудь яму, не будет проблемы. Подвеска берет всю работу на себя. Мы в первый раз даже были удивлены, как автомобиль едет, поворачивает, как разгоняется и как тормозит. Что точно нельзя сказать про внутренний салон, так это то, что он сделан как-то некачественно. Идеальные строчки, идеальная кожа, везде дерево пористое, красивое, натуральное. Все сделано просто как в лучших традициях немцев. Можно сравнить, знаете, с дорогой итальянской сумкой. Все сделано настолько аккуратно. Молдинг торпеды выполнен из сатинового алюминия. Я вас уверяю, что это алюминия. А здесь такое гладкое, не лакированное, немножечко открытые поры, знаете, у дерева такие красивые. Салон в данном автомобиле выполнен в коричневом цвете. Не такой скучный, как черный, но и не слишком маркий, как любой светлый салон. Потолок не отделан алькантарой, но и трогать его особой необходимости нету. Главное, что он хорошо сочетается со шторками, которые закрывают панорамную крышу. Также, что здесь очень здорово, для детей в задних дверях тоже есть вот такие вот шторки, которые можно надеть, если солнышко. И задние пассажиры, поверьте, будут вам за это благодарны. На дверцах у нас алькантара.
И тоже дерево, и причем, что рисунок этого дерева, который с этой стороны и с той стороны, абсолютно идентичен. То есть видно, что сделано из одного цельного кусочка, который был разрезано симметрично пополам и установлен на эти карты. Эргономичность и продуманность салона зашкаливает. Только посмотрите на эту форму внутренней арки дверей. Мало кто может предложить настолько детально продуманную эргономику. Для обоих передних пассажиров, то есть для водителя и его самого дорогого пассажира, настраиваемые сиденья с памятью, то есть здесь единичка и двоечка, и на той двери тоже. Спереди при желании можно включить массаж или обдув, или подогрев. Зимой для задних пассажиров тоже можно включить подогрев сидений. Четырехзонный климат-контроль и отдельная панель для управления задним климатом в центральной части. Климат остужает автомобиль в считанные секунды, даже при температуре 40 градусов жары. Сейчас, кстати, машина работает и продолжает обдувать меня кондиционером, потому что, правда, на улице очень жарко. В дверях двойные стекла. И они даже не особо нагреваются изнутри. Небольшой подлокотник между водителем и пассажиром обтянут такой же кожей, из которой сделано сиденье. Внутри два выхода для Type-C и беспроводная зарядка для телефона. И даже маленькая подсветочка. Кроме обычного бардачка, есть еще вот такой вот кармашек, где можно прятать какие-нибудь мелочи. Центральный экран при желании можно отключить. Вот, он отключается у нас вот здесь. Тогда интерьер салона становится еще более лаконичным, гладким и однородным. Здесь уже привычный, как и во всех новых Audi, виртуальный кокпит у водителя, который будет выводить вам данные о дороге, проигрывать трек, либо дублировать встроенную карту навигации. Кстати, также здесь есть head-up экранчик, который тоже дублирует туда навигацию. CarPlay в автомобиле хоть и присутствует, но выводить навигацию на Google Maps прямо под руль они пока так и не разрешили. Я не знаю почему. В TT и A8 это уже работает. Экран при нажатии дает отклик пальцу, как виртуальная кнопка. Главное меню состоит из 3 страниц. Здесь находятся виджеты, тоже настраиваемые. У меня здесь медиа, телефон и карта. Затем основные кнопки, которые, в принципе, сейчас встречаются во всех современных Audi. Подсветку салона тоже можно менять, и я это покажу в более вечернее время. Меняется она независимо. Для верхней панели можно одну, для нижней части другой оттенок подобрать. Все на ваш вкус и цвет. Для водителя выводится проекционный дисплей на ветровое стекло. И теперь уже не сможешь оправдаться, что ты не видел, как разогнался до 200 км в час и проехал. В общем, копу будет объяснить сложно. А 200 машина валит и даже не тужится. Правда, на этом ее ускорение заканчивается. Выше 130 миль авто не поедет просто по соображениям безопасности и здравого смысла создателей. И пока мы в салоне, нужно сказать, насколько потрясающая здесь шумоизоляция. Сейчас, конечно, у меня работает климат-контроль и немножечко подшумливает. И во время движения лучше какие-то вещи записывать. Но когда я замеряла во время максимальной скорости со своих Apple Watch, показала 66 дБ, что совсем, мне кажется, неплохо. В длину автомобиль чуть меньше 5 метров, хотя из-за своего дизайна выглядит достаточно длинным. Напоминает приплюснутую Q8, только подвеска здесь чуть-чуть мягче. Расход 20 миль на галлон, что значит 11 литров в городском режиме и где-то 9 литров по трассе. 16-спикерная премиум-система Bang & Olufsen дает потрясающий звук, поэтому тут у меня вообще никаких вопросов. Саундтреками можно, как и в других Audi, управлять прямо на руле, что очень удобно, понятно, интуитивно, обычные стрелочки, громкость, что еще нужно. Тут же управление с левой стороны бортовым компьютером. Потом для холодных стран здесь есть подогрев руля, можно включить вот здесь на экранчике. Вообще очень здорово, что здесь у меня, смотри, практически 3 экрана. 3 компьютера передо мной. Я могу выбирать из какого хочешь. Что мне понравилось, тут есть настраиваемая кнопка со звездочком, куда можно надеть любую функцию. Например, у меня здесь открытие гаража, потому что я это делаю чаще всего. Открываю, закрываю там, в день как минимум 6 раз. Нажимаю кнопочку, и гараж открывается. Или я могу нажать кнопочку, и что гараж делает? Закрывается. Удобно же. Вы можете поставить то, что вам нравится. Под рулем есть такой джойстик, который включает автопилот. И, конечно, в Audi давно есть там система Presence, система адаптивного подруливания, адаптивного разгона и торможения, но здесь этот адаптивный круиз-контроль выполнен в таком стиле, что когда ты едешь, он как-то вообще незатейливо помогает тебе встраиваться в твою линию чуть-чуть ровнее, чем это бы сделал ты сам. И таким двойным нажатием, я сейчас, смотри, выбираю, смотри, что машина делает. Видишь? Она сама затормозила. Ничего не делала. Вот моя нога. И по идее, когда загорится зеленый, она должна сама поехать. Поэтому мы подождем, чтобы для чистоты эксперимента и посмотрим. Вот сейчас загорелся зеленый, поехала впереди машина. Поехала, смотри. А я ничего не держу, вообще ничего не делаю. Вот моя нога. Вот он автопилот от Audi.
Вот теперь он уже просит: возьмите, пожалуйста, руль, потому что я тут разогнался до 22 миль. Это экстремально высокие скорости для ассистента, поэтому он говорит: ну имей совесть, веди уже машину самостоятельно хоть немного, не борзей. Я еще не готов полностью отвечать за твою жизнь. Тем не менее, даже если я вот забрала руль и буду притормаживать, буду газовать, он мне не позволит выехать на встречку или выехать на другую полосу. Он будет как-то все равно поддерживать руль, вот немножечко подхватывать у меня управление. И если я неправильно, например, вхожу в поворот, Audi меня исправляет. Audi мне говорит: нет, вот так будет лучше, вот так ровнее. И я чувствую, как у меня руль шевелится под пальцами. Это такое необычное ощущение. Машина как будто бы живая, она с тобой общается, она тебе помогает. Не так, как это, например, в Тесле. Ты должен вырывать у нее руль, потому что ты хочешь сам взять на себя управление. Она как бы его тебе, ну, вроде как дает, говорит: положи руки на руль, не смей убирать, но в то же время не дает тебе подруливать. А тут ты все делаешь самостоятельно. Но в ситуациях, когда ты бокопоришь, она тебя исправляет. Это очень интеллигентно. Например, вот я сейчас без поворотника перестроилась в ряд, и она немножечко как будто бы рулем сопротивляется. То есть говорит: ну, может, не надо? Ну, ты точно хочешь? Ну, ладно, хорошо, я перестроюсь. Есть автомобили, которые, например, каким-то вибросигналом в руле отдают или еще чем-то. Это нет. Ничего такого, но, тем не менее, помогает. Очень вежливая такая. Не давит своей массой. Поэтому нареканий у меня к нему нет. Действительно помогает во время езды. И по сравнению, например, с той же Теслой, в которой реализован автопилот, здесь он более какой-то аккуратный. Например, Тесла, когда видит впереди останавливающуюся машину, когда ты видишь, как водитель, останавливающуюся машину, она продолжает разгоняться и тормозит прямо у него перед носом. Audi, благодаря своим сенсорным датчикам, заранее понимает, что машина притормозила, и заранее начинает тормозить. Поэтому нету таких вот резких разгонов и резкого торможения. Она делает это намного плавнее и, я бы сказала, как-то интеллектуальнее. По моему мнению, на морде этого автомобиля датчики работают намного лучше, чем во многих известных авто. Tesla в подобной ситуации разгоняется и тормозит в пробке куда более резко, а Audi это делает так, как это бы делали мы. Плавно и естественно. После высоких кроссоверов из этого автомобиля достаточно сложно выходить. Нужно привыкнуть из него вылазить. Престижности авто добавляет не только качество салона внутри, но и доводчики дверей. Багажник можно открыть, просто проведя ногой под задним бампером. Но это требует доработки, потому что иногда при складывании вещей, когда подходишь слишком близко, задняя крышка несколько раз грозилась меня съесть. Надеюсь, сейчас у нее это не получится. Но даже если получится, тут есть кнопочка для аварийного открытия. И, кстати, еще, друзья, я же совсем ничего не сказала про то, что спрятано под багажником. Тут у нас такой вот коврик резиновый, а под ним войлочная еще такая подставка. Здесь прокладка пластиковая, а там докатка и небольшая коробочка с инструментами. Камеры 360 можно включить одной кнопкой, включаются на любом этапе езды. В случае, когда нужно переехать сложное препятствие, на экран я могу вывести 3D-модель автомобиля, например, вот так, и видеть ситуацию со стороны вообще в любом виде. Видите, даже рисует рисунок травы. И сзади точно есть специальная брызгалка, которая поможет отмыть грязь. Вывод про авто следующее. Хотелось бы, чтобы она хотя бы была гибридной и меньше потребляла топлива. Объем бака, кстати, 75 литров. И если бы не остановки на туалет и постоянная потребность подкрепляться, за один присест можно было бы с комфортом проезжать по 700 километров. Массаж, обдув и Drive Assistant разгружают водителя и, поверьте, дарят большое удовольствие от поездки. Пожалуй, это самый сбалансированный и мультифункциональный автомобиль из всех, что вы можете найти сейчас на рынке, хотя я, конечно же, могу ошибаться. Вместительный, но не слишком большой. Надежный и быстрый, хорошо управляемый и очень комфортный. Утилитарное авто такое, какой и должен быть автомобиль для путешествий. Кстати, ранее на канале уже было видео про Audi, но поменьше, опять. Откидная крыша, очень красивая. Посмотрите обязательно. Видео будет где-нибудь здесь. Напишите, какое бы вы нашли применение данному автомобилю и куда бы на нем отправились, будь он вашим. Надеюсь, вам понравился мой обзор. Поставьте лайк, чтобы я это знала. Или дизлайк, если не понравился. Я люблю, когда вы честные. Берегите себя. Пока.